Война – одно из самых страшных событий, с которыми может столкнуться человек. Бессмысленность и неизбирательность насилия обесценивает все идеалы, все достижения мирного времени. Сегодня, так или иначе, путинская война касается каждого из нас. В первые дни после вторжения нас шокировали фотографии жилых домов с торчащими из фасадов ракетами. Сложно было поверить, что такое вообще возможно в наши дни. Сейчас некоторые города Украины напоминают Сталинград в 1942 году. В Харькове, по словам мэра города, пострадала треть зданий. По городу продолжают стрелять чуть ли не каждый день. Во время осады Мариуполя, по разным данным, российская армия разрушила до 98% зданий. То есть от города ничего не осталось, одни развалины. При этом нет сомнения, что после войны страну восстановят, и довольно быстро. Украине с удовольствием поможет весь мир. Датский урбанист Ян Гейл уже читает лекции о том, как лучше обустроить украинские города, а Норман Фостер, это один из самых знаменитых архитекторов современности, написал целый манифест о том, как реконструировать Харьков. Но не все можно починить. Никак не вернуть десятки тысяч погибших людей. И это главная и невосполнимая трагедия этой войны. Война буквально разрушает души переживших ее людей. Звучит немного напыщенно, но это именно то, что происходит при посттравматическом стрессовом расстройстве, ПТСР. ПТСР – это реакция психики на трагические и страшные события, например, на войну. Такой диагноз поставили каждому третьему американскому солдату, воевавшему во Вьетнаме. В бывшем СССР про ПТСР заговорили во время войны в Афганистане. Даже появился такой полуофициальный термин – «афганский синдром». А людей, которые вернулись с той войны, считали непредсказуемыми и даже опасными. Однако война бьет не только по тем, кто воюет, и даже не только по тем, кто находится в зоне боевых действий вообще. Сегодня мы с вами поговорим о синдроме выжившего. Это одна из разновидностей ПТСР. Это тоже агрессия, только направленная не наружу, а внутрь. Многие из нас верят, ну или хотя бы надеются, что мир устроен справедливо. Что каждый получит по заслугам, что добро обязательно победит зло, что хорошие люди будут жить долго и счастливо. На этом построены все мировые религии. От буддизма с его верой в карму до христианства с концепцией посмертной передислокации в рай или в ад. Детские сказки, любимые фильмы, истории успеха и вообще вся история человечества учит нас, что справедливость в конце концов победит. А еще мы верим, что являемся хозяевами своей судьбы. И для нормальной мирной жизни это совершенно естественный подход, который помогает строить доверительные отношения с миром и добиваться успехов. Но на войне это все не работает. Нет никакого благородного сверхразума, который решит, куда полетит пуля или снаряд и кто станет следующей жертвой. Заканчивается всякий намек на справедливость. В этом ужас войны. Человек на войне находится в руках случая и в этом смысле абсолютно беспомощен, даже если вооружен до зубов. Куда упадет снаряд? Почему погибнут те или эти? Это ни от кого и ни от чего не зависит. Ну а что уж говорить о мирном населении? Представьте себе такой сюжет. Две семьи жили в соседних домах, дети играли в общем дворе. Во время ночного обстрела в один из домов прилетел снаряд, и одна из семей погибла. Почему одни живут, а другие умерли? Тут нет ответа, нет логики и нет справедливости. Но человек с синдромом выжившего пытается этот смысл как-то найти, и по кругу начинает спрашивать себя, почему это был не я? Он ныряет в вину с головой и не может вынырнуть. Он живет с ощущением, что ему повезло больше, чем другим. Повезло незаслуженно. И такая удача оказывается для него тяжким бременем. Виноватый должен быть наказан, и человек наказывает сам себя. Например, запрещает себе радоваться жизни. Он считает, что не заслуживает самых простых и естественных вещей. Общения с близкими, нормального отдыха и даже помощи, в том числе психологической. А вдруг она кому-то нужнее, думает человек. Это опасная когнитивная ловушка. Сейчас синдром выжившего знают под разными названиями. Чувство вины выжившего, вина уцелевшего, синдром Холокоста. Но самое первое определение, синдром концентрационного лагеря, появился в 1949 году в работе нидерландского врача еврейского происхождения Эдди де Винда.
В 1944 году он оказался в Освенциме. Там он сумел выжить и дождался освобождения. Возможно, потому что был медиком, хотя сам считал, что ему просто повезло. После войны Де Винт занялся психиатрической практикой, и среди его пациентов было много бывших узников концлагерей. От них он узнал и первым описал иррациональное чувство вины, которое гложет многих людей, переживших страшные события. Сперва синдром выжившего изучали на примере узников концлагерей, но потом выяснилось, что его вызывают не только война и Холокост. Стихийные бедствия, техногенные катастрофы, теракты, тяжелые болезни, смерть близких. Люди, пережившие такие события, часто оказываются во власти вины. Настолько сильной, что просто не справляются с этим. 15 января 2009 года из аэропорта Ла-Гвардия в Нью-Йорке вылетел самолет А-320. Несколько часов спустя он должен был сесть в Северной Каролине, но почти сразу после взлета столкнулся со стаей казарок. Оба двигателя заглохли, и капитан Чесли Салленбергер по прозвищу Салли, отвергнув все предложения авиадиспетчеров, решил не возвращаться на один из аэродромов, а посадить самолет на воду. Он приводнился на реке Гудзон в районе 48-й улицы, и за 3 с небольшим минуты всех пассажиров благополучно эвакуировали. Никто не погиб. Салли стал национальным героем. В 2016 году Клинт Иствуд снял об этой истории фильм, который шел в российском прокате под названием «Чудо на Гудзоне». Поначалу имелись сомнения, что рискованная посадка на воду была единственно правильным решением. Но расследование показало, что Салли все сделал правильно. В фильме об этом расследовании отлично рассказано. И все же, как он потом сам признавался в одном из телешоу, его не оставляло чувство вины. Он был главным пилотом и нес ответственность за пассажиров. Сам факт, что он мог подвергнуть их жизнь опасности, стал для него сильнейшим источником стресса. Сейчас тут прервемся на небольшую рекламу и быстро продолжим. Увы, прошло время, когда VPN пользовались единицы. Сейчас в России без него ни в Твиттер не пожалуешься, ни фотографию в Инстаграм не выложишь. Все большее количество людей скачивает бесплатные VPN-сервисы, чтобы вернуть доступ в любимые соцсети. Но сразу скажу, ничего не бывает бесплатным просто так. Такие сервисы могут торговать вашими данными или снижать скорость интернета. А что делать, если платный и безопасный VPN это дорого? Так в том-то и дело, что не обязательно дорого. Если внимательно поискать, то можно найти интересные и выгодные предложения. Вот VPN Surfshark как раз проводит очень приятную акцию. С Surfshark скорость вашего интернета не будет падать, а все ваши данные будут надежно зашифрованы. Это особенно важно для тех, кто часто пользуется общественным Wi-Fi. Surfshark не хранит ваших данных, и помимо прочего у него есть функция Kill Switch, которая мгновенно отключает ваше устройство от интернета при прерывании VPN-подключения. Также Surfshark умеет блокировать рекламу, а значит контент грузится быстрее. А еще вы можете использовать одну подписку на неограниченное количество устройств. Сервис никак не связан с Россией, не накладывает санкций на оплату. Подписку можно приобрести через WebMoney, Крипту и UnionPay, а недавно добавили оплату через Kiwi. Так что обойдете блокировку российской карты за рубежом. Если вы присматриваете себе подходящий и безопасный VPN, обратите внимание на Surfshark. По промокоду CATS вас ждет скидка 83% на оформление подписки плюс 3 месяца в подарок. Ссылку на VPN Surfshark я оставлю в описании под видео. Продолжим. Мы говорили о пилоте, который посадил самолет на воду, стал национальным героем, но ощущал чувство вины. Случай на Гудзоне действительно уникальный. Но Салленбергер явно не первый пилот, который оказался в экстремальной ситуации. Так почему же одни себя обвиняют, а другие нет? Попробуем в этом разобраться. Оказывается, есть люди, которые к синдрому выжившего предрасположены изначально. Например, те, кто в прошлом уже пережил сильную травму или у кого трудный момент прямо сейчас. Если у человека, например, депрессия или какие-то преддепрессивные состояния, то ужасные события он будет переживать острее и ударят они по нему больнее. А есть люди, которые в принципе себя недооценивают, думают, что они хуже других и ничего хорошего не заслуживают. Или считают, что удача подчиняется закону сохранения материи,
Если где-то прибыло, значит где-то убыло. Вот для них везение в катастрофической ситуации может оказаться действительно тяжелой ношей, потому что они верят, что повезло им за счет кого-то другого. Впрочем, это не значит, что если кого-то гложет синдром выжившего, то с ним сразу что-то не так. Психологи считают, что это естественная реакция на травмирующие события. Естественная, но ненормальная. Есть хорошая схема, которая помогает понять, как это все устроено. На ней показано так называемое окно принятия. В нормальной ситуации окно широко открыто. Это зона комфорта. В зоне комфорта легко справляться с трудностями и стрессом, которых хватает даже в нашей будничной жизни. Трагические события сужают окно принятия и одновременно снижают способность справляться с трудностями. Любая мелочь может стать триггером, который выбивает человека из колеи и заставляет снова и снова прокручивать в голове трагедию. Кого-то такие воспоминания злят и провоцируют на агрессию, а кто-то замыкается в себе. Не каждый будет бить себя кулаками в грудь или посыпать голову пеплом. Многие вообще предпочитают о своих чувствах особо не распространяться. Это важно понимать. То есть человеку рядом с вами может быть очень плохо, но вы можете не особо об этом и знать, и замечать как-то. Американский психолог Мелисса Глейзер в 2012 году работала с пострадавшими после шутинга в начальной школе Сэнди Хук. Так вот, она рассказывала, что многие не говорили о своей вине напрямую, но косвенно эта тема постоянно всплывала. Многие просто отказывались работать с психологом, мол, у нас и так все хорошо, есть другие, кому нужна помощь, займитесь ими. Некоторые взрослые участники событий сожалели, что вели себя недостаточно смело, а просто спрятались от стрелка под партой. Кто-то вслух размышлял, мог ли он как-то предотвратить гибель людей. А другие задавались вопросом, как так вышло, что мой ребенок вернулся домой, а другие дети нет? Проблемы россиян сейчас не идут ни в какое сравнение со страданиями людей в Украине. Но это не отменяет того факта, что у нас тоже может возникнуть синдром выжившего. В одном из недавних роликов я уже говорил, что за последние полгода продажи антидепрессантов в России выросли на 60%. Это косвенно подтверждает, что война рикошетом бьет и по нам с вами, россиянам, даже с оппозиционными взглядами. В современном мире, где цена человеческой жизни как никогда высока, по крайней мере, так было до начала войны, люди воспринимают чужие страдания очень близко к сердцу. Тем более, что технологии сокращают расстояние между нами и местом трагедии. Фотографии и видео с ужасами войны, свидетельства очевидцев, переживших бомбежки, пытки и смерть близких – все это создает ощущение, что беда совсем рядом. Да речь и правда не о каких-то далеких неведомых землях, а о соседней, черт возьми, стране, где многие бывали, где почти у всех друзья или родственники. Один из первых исследователей синдрома выжившего, Вильям Нидерланд, считал, что постоянное чувство угрозы и бесправное положение провоцируют этот синдром. Россияне, которые против войны, примерно это сейчас ощущают. Пусть и, конечно, не в том объеме, как люди, оказавшиеся на территории, где сама война идет. Россияне сострадают, но не знают, как деятельно помочь людям в Украине или хотя бы открыто высказаться по этому поводу, не рискуя попасть под каток репрессий. Они хотят остановить этот ужас и одновременно понимают, что наша страна развязала войну. Это основа вины. Но не коллективной, о которой много спорят и говорят с начала войны, а личной, персональной, с которой придется иметь дело один на один. Чувство вины может разъедать человека изнутри, но порой эти страшные чувства получают конструктивный выход в виде всевозможной благотворительности, волонтерства и даже произведения искусства. Это правильный подход. Изменить прошлое нельзя, но можно сделать лучше настоящее и будущее. Хотя бы попробовать. Есть, например, гипотеза, что комикс «Маус», рассказывающий о Холокосте и получивший Пулитцеровскую премию, появился потому, что его автор, Арт Шпигельман, испытывал вину из-за невозможности до конца понять чувства отца, пережившего концлагерь. Прямо сейчас сотни россиян, как оставшиеся в стране, так и те, кто уехал, помогают беженцам и стараются доносить до своих соотечественников правду о том, что происходит в Украине. Для многих, в том числе и для меня, это конструктивный способ справляться с ситуацией. Поход к психологу сейчас, к счастью, уже не считается чем-то из ряда вон выходящим. Получить помощь в трудной ситуации нормально и правильно. Я вот обычно ходил раз в неделю, а с февраля хожу дважды в неделю.
Недавно мы говорили о том, как сохранить себя в сегодняшней России, где силовики получили почти безграничные права, а новые репрессивные законы принимаются чуть ли не каждый день. Сберечь себя психологически как минимум так же важно, особенно если от нас зависит благополучие других людей. Как утверждают психологи, тут работает тот же принцип, что и в самолете. Сперва обеспечь кислородом себя, а потом остальных. И нам порой бывает нужна помощь психолога, чтобы более эффективно помогать другим. Человек, однажды испытавший синдром выжившего, скорее всего, не сможет полностью от него избавиться. Об этом говорят и психологи, и сами люди, с которыми это случилось. Приступы вины не уходят. Но хорошая новость в том, что в будущем они случаются реже. Я начал этот ролик с того, что сравнил психологическую травму с физическим разрушением построек. Однажды уничтоженные здания обязательно будут отстроены заново, а вот чувство вины, порожденное войной, останется навсегда. Сложно сказать, сколько людей уже получили или получат синдром выжившего в следующие месяцы. Понятно, что в группе риска практически все, кто не прячет голову в песок, кто понимает, что такое война и мечтает о том, чтобы она поскорее закончилась. Нам сейчас важно понимать, что такой синдром существует, и знать, как с ним справляться. Синдром выжившего хитер. Он заставляет вас чувствовать вину даже за то, что у вас он есть. Вам кажется, что, мол, почему надо вообще думать о моих каких-то проблемах сейчас, о каком-то моем синдроме или психологической трудности, когда у меня вроде бы все хорошо, а люди гибнут под бомбами. Но нужно помнить, бомбы вы остановить сейчас не можете. А вот заняться своим состоянием и состоянием своих близких вполне себе можете. Отнеситесь к себе внимательно. Синдром выжившего – это настоящая, существующая, а не выдуманная проблема. То, что у кого-то в мире есть проблемы существенно большие, чем такой синдром, вовсе не означает, что вам о нем нужно забыть. Нам надо постараться сохранить себя до того момента, когда не отдельные отважные граждане, а все российское общество будет готово громко сказать «нет». Неясно, как и когда это произойдет, но душевные силы и крепкие нервы нам точно не помешают. Германскому обществу после Второй мировой войны потребовалось довольно много времени, чтобы осознать и принять ответственность за ужасы Второй мировой войны. Путинская Россия в последнее время дает много поводов для сравнения. Но я думаю, что в вопросе принятия ответственности за развязанную войну у нас все произойдет значительно быстрее. Боль, пережитая в эти дни, заставит нас стараться еще сильнее, чтобы ничего подобного в нашей с вами истории больше никогда не повторилось. И приблизить это наша с вами задача. До завтра.